И всем здорово, с вами я, Сашко. И сегодня у нас будет ролик про Волгоград. Сейчас 4 часа ночи, очень отличненькое время. Сейчас мы поедем на Ламборджини. Сейчас проедем весь путь до Волгограда, это больше 1000 километров, и увидим, что там будет нового. Попробуем получить радость, но это, наверное, не радость, потому что нам ехать 14 часов, очень долго. Поехали кататься. Сегодня очень странный день. По платной дороге надо дольше ехать, чем по бесплатной. Поэтому маршрут нас ведет по бесплатной. Смотрите, навигатор тут всех нас, умненьких, собрал. Наконец-то выехали на главную дорогу. Навигатор собирался нас завести в тупик. Даже один раз надо было проехать под кирпич. Но мы справились, вернулись на главную дорогу, и наше путешествие продолжается. Я еду уже 5 часов. Осталось всего лишь ехать 10 часов. Мы ехали 16 часов. Залетаем. Сейчас посмотрим, что тут здесь есть. Тут есть зеркало, тут есть шторы, тут есть телевизор, тут есть домофон, тут есть вода, тут есть кружки, тут есть стол, тут есть люстра, тут есть еще там вода, то есть бассейн, мини, и еще даже кроватки, еще даже какие-то тапочки. Много всего тут есть. Но самое главное, что ничего нет в холодильнике. Вот там сауна, тут у нас туалетик, и тут у нас душевая кабинка. Вот так. Тут туалетик, а тут, пожалуйста, душевая кабинка где тут, да. А тут у нас сауна, тут у нас есть сиденье, тут у нас есть потолок в виде треугольника, и тут у нас еще есть какой-то квадратик. Тут топить сауну этим квадратиком нужно. А я тут могу посидеть и даже не греться, потому что тут ничего не включено. А тут у нас купель. Сейчас посмотрим. Очень горячая. Вообще горячая. Огненная прям. Только наоборот. Возле сауны сюда можно окунуться. Давайте посмотрим бассейн. Он тут тоже холодный, но потом горячий. А вот тут у нас водопадик небольшой. Но это не водопадик, а какой-то вообще цунами, короче. А вот это у нас и есть один лабиринт. Это лабиринт страха. А вот тут уже теплый бассейн. Тут можно просто окунуть свою ручку и даже покупаться. Уй. Почти как в Турции, хоть она и закрыта. Дверь закрыта, но... Салям алейкум. Утро начинается. Зарядку надо делать каждый день. Я пытаюсь для вас найти все, что связано с Волгоградом. Я иду искать мою машину. Идем по мою кургану. Вот люди, склонив голову, идут. Вы думаете, что обозначают вот эти звездочки? Что же они обозначают? Они обозначают, что эти города герои. Например, Новороссийск. Вот еще, например, Керчь, Тула, Брестская крепость. И внутри этих лежит земля с этих городов. Города-герои — это Севастополь,
Одесса, Минск, Киев, Ленинград, Москва, что там еще? Новороссийск, Керчь там какой-то, еще там что-то, Брестская крепость и так далее. Тут ровно 200 ступенек. Это означает, сколько длилась Сталинградская битва. Давайте поднимемся. Тут написано «За нашу советскую родину СССР». Отсюда все видно. Тут можно увидеть реку Волгу, тут еще можно увидеть такие красные домики, ну и колесо обозрения. Так, ребята, тут у нас павлины. Я не знаю, что это. Ну, это, наверное, павлины какие-то. Они какие-то... И это все в нашем отеле. И тут даже есть лисы, которые сумасшедшие бегают по кругу. Представляете, тут даже редких голубей держат. Смотрите. Тут белые голуби. Вот так они шумят. А тут у нас пацанчики, лошадки. И там еще даже есть быкунчик, я его называю, и он быканул. Он смотрит на нас и говорит: я на него не подписаны, то тогда я вас просто забодаю. Вот какие тут лохматики. А сейчас пойдем вот туда, к памятнику. Вот видите, вот этого солдата. Если ставить определенную точку, то он будет закрывать своей грудью. Родина мать зовет статуи. Вот тот солдатик 16 метров. И Родина мать 85 метров. Сейчас мы поближе к ним подойдем, и я вам покажу кое-что интересное. Высота этого солдата всего лишь 16 метров, а Родина мать 85 метров. И высота памятника 16 метров закрывает Родину мать зовет, которой 85 метров. Вот видите, пока вечер, давайте подойдем и посмотрим. Тут написано: ни шагу назад, стоять насмерть. Боец вытаскивает своего товарища. А там дальше фигуры других бойцов. Вот, змеюку держит. Ну чё, Родина мать, мы где посмотрели, погнали дальше. Это Орел Петров I, самый сердитый, самый глазастый. Вот смотрите, какой он сердитый, головой прям машает, как робот какой-то. Кстати, мы еще клетки пропустили. И, кстати, там еще козел. Вот козлина там. Козел просто сидит. А тут у нас крольчатина. Один кролик, который прячется в дом, а остальные вообще. Вот а еще один, который. Вот такие у нас тут кролики живут. Давайте увидим дом Павлова и мельницу. Вот это и есть мельница. Ее вообще не восстановили во время после войны. А вот там дом Павлова. Одну часть не восстановили. Даже стена красная небольшая осталась. Не восстанавливали. Че, подойти поближе, потрогать? Пошлите. Вот видите, это стена от дома Павлова. Тут даже от пули даже дырочки. Все закрыто. А нам, блин. Слезать-то тут нереально. Ой. И прыгай. Эль Прима. Все.
Вот, ребята, а вот это уже наша любимая речка Волга. Видите, пароходик плывет. Вот мемориальный комплекс. Вот, смотрите, тут все, ну, не все, конечно, но некоторые русские солдаты похоронены. Могилы в виде советских касок. Все погибли в 1942 году, а вот у некоторых солдатов неизвестно, в каком они году родились. Вот 1900 и неизвестно, какого мы фамилия. ТМ, например, Сорыч. Вот видите, какие крупные дырки от пуль. Тут небольшой уже отрядик похоронен. Тут вообще ему каску пробило. Наверное, он из-за этого и умер. А тут даже нашли фотографию. Вот такая у нас память о войне. Кстати, тут эти солдаты, которые очень крутые. У них каски не такие просто какие-то кепочки, а уже такие. Там хотя бы покрашенные каски, а тут вот такие вот ржавые. А тут захоронены неизвестные солдаты. Росошка, немецкое солдатское кладбище. Ну и по-английски, если хотите, то прочитайте. Вот видите, забор в виде креста. Все на немецком, ничего не понятно, ничего я не знаю. Нифига какие кубики, даже касок нет. Вообще они гигантские. Жизнь продолжается. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Лайк, подписка. Ну и также все смотрите ролики до конца. Ну ладно, всем пока!